Компактный ноутбук, который оснащен IPS-экраном на 13,9 дюйма с 3К разрешением, процессором Intel Core i3 11 поколения, функциями разблокировки по лицу и отпечатку пальца, большим количеством полезных интерфейсов, отличной системой охлаждения, также он имеет металлический корпус, время автономной работы до 10 часов, механическую шторку приватности, за что отдельный плюс, трекпоинт вместо мышек, стеклянный тачпад, клавиатуру с подсветкой, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к ноутбуку под названием MyBenben P415. Притом они, согласитесь, уже очень давно ноуты продают, но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в обыкновенной коробке из плотного картона, ноутбук упакован надежно, но сам пакинг ничем не примечательный. В комплекте мы имеем набор интересных стикеров, блок питания на 65 Вт с несъемным длинным кабелем для зарядки Type-C, запасные болты и сам ноутбук. Тест на MacBook он проходит неполноценно, так как, чтобы открыть его одной рукой, необходимо не спешить. В противном случае основная часть также будет подниматься, если быстро открываешь крышку. Габариты устройства 303 на 229 на 21,7 мм. В длину и ширину данный ноутбук практически такой же, как и MacBook на 13 дюймов 2020 года. Но это не удивительно. Но не в толщину, а вес 1 кг 608 граммов, что немало, учитывая габариты. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии, за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. А на лайв-канале еще и дополнительные обзоры. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к ноутбуку. P415 имеет привлекательный внешний вид, мне лично дизайн очень понравился. Плюс за то, что на корпусе нет никакого названия производителя, а только логотип на крышке. Да и в целом, учитывая все детали данной модели, она спроектирована интересно. На корпусе есть выступ для удобного открытия крышки, LED-подсветка, которая работает, если на ноутбуке установлена Alexa, и антискользящие ножки. Корпус выполнен из металла, а также есть пластиковые вставки. Корпус не марки, качество материалов отличное, как и сборка ноутбука. Крышка может открываться на 180 градусов, что, учитывая габариты и особенности P415, просто шикарное дополнение. По интерфейсам есть два порта USB-A, версии 3.2 Gen 2, один Thunderbolt 4, один HDMI, один mini-DP, разъем на 3,5 мм для наушников, наш любимый мини-джек, RJ45 под интернет, за что отдельное спасибо, как и за Kensington Lock. Далее, клавиатура без цифрового блока, что неудивительно, ко всему с урезанными клавишами управления курсором. Буквы русские на борту, клавиатура имеет два режима подсветки, подсветка хорошая, ее вполне хватает для использования ноутбука в темноте. Ход клавиш, как по мне, отличный, звук простукивания мягкий и негромкий, печатать комфортно, под руками ничего не мешает. Тачпад с поддержкой мультитача имеет матовое покрытие, и выполнен он из стекла. В размерах он небольшой, но мне его габаритов хватает. 102 на 55 мм. Палец по тачпаду скользит отлично, и сам тачпад не имеет посторонних шумов при нажимании, например, хруст. Все собрано качественно. Далее, несмотря на то, что P415 имеет хорошую клавиатуру, хоть и неполноценную, а также отличный тачпад, данная модель оснащена трекпоинтом, который расположили стандартно практически в центре клавиатуры. Вдобавок к трекпоинту имеется 3 клавиши выполнения функции мыши. Как по мне, данная фишка лишняя в этой модели. Лично я трекпоинтом за время тестирования практически не пользовался. Напишите, кстати, он вам нужен или нет. Плюс ко всему, P415 оснащен сенсорным экраном. И теперь вопрос, а зачем тогда нужен трекпоинт? Летим дальше. Данная модель имеет встроенную HD-камеру с разрешением 720p и механической шторкой приватности, что для многих будет огромным плюсом. Качество передачи видео, как по мне, хорошее. Для видеозвонков подобной камеры однозначно хватит. В случае со звуком не все так радужно, так как на борту два динамика, которые расположили на нижней части ноутбука. Они громкие, но качество звука не лучшее, что я встречал. К примеру, для работы и серфинга в интернете подобное качество звука неплохое, но для игр и просмотров фильмов я бы использовал внешний источник звука, либо наушники проводные. Для разблокировки устройства есть сканер отпечатков пальцев, который, к сожалению, не расположили в кнопке включения-выключения, а вынесли под клавиатуру в правый угол. Опять же, некоторые так делают, и, наверное, кому-то это удобно. Разблокировка по отпечатку пальца срабатывает отлично, но круто, что есть еще и разблокировка по лицу, которая, к слову, также работает без нареканий. Летим дальше. Ноутбук оснащен
оснащен IPS-экраном на 13,9 дюйма с отличным разрешением 3000 на 2000 пикселей. Соотношение сторон 3 к 2, соотношение экрана к корпусу 87%, экран имеет глянцевое покрытие, ко всему, как я уже говорил, он сенсорный, что, согласитесь, удобно, если использовать его на работе или даже дома. Сенсорный отклик хороший, поверхность экрана не сказал бы, что очень маркая, но периодически ее лучше протирать специальной салфеткой. Верхняя рамка 6,8 мм, боковые 4 мм, цветовой охват 100% sRGB, частота обновления экрана максимум 60 Гц, яркость по заявлению производителя 400 кандел на метр квадратный, по моим замерам в центре экрана он максимальной яркости выдает 512 люксов, и это прям хорошо, а если измерять яркость по краям, 460 люксов, как вы знаете, подсветка, как всегда, неоднородна, как и в смартах. Для повседневного использования его более чем достаточно. При этом хотел бы отметить, что из-за глянцевого покрытия экрана при использовании ноутбука, к примеру, в кафе, могут быть затруднения в виде бликов и отражений. В плане цветопередачи все хорошо, она приятная, без каких-либо искажений. Перейдем к железу. Процессор установлен Intel Core i3, 3 единицы 5 G4 с двумя ядрами, 4 потоками, максимальной частотой 4,1 ГГц и 6 мегабайтами кэш-памяти. Скромненько, не правда ли, но сразу скажу, что этого достаточно, если вы не собираетесь играть в игры. Видеокарта на борту интегрированная, Intel UHD Graphics с частотой 1250 МГц, оперативная память двухканальная LPDDR4X на 8 ГБ и частотой 4266 МГц. Накопитель формата M2 2280 PCIe стандартной версии 3.0, к сожалению, на 512 ГБ. Расширить ОЗУ нельзя, а накопитель можно заменить. За охлаждение отвечает система из двух вентиляторов и двух медных трубок. По связи поддерживается Wi-Fi 6 серии, сигнал ловит стабильно, скорость выгрузки и загрузки неплохая. Bluetooth используется в версии 5.2, операционная система в стоке Windows 11. Перейдем к аккуму. Емкость аккумулятора 5000 мАч, 77 Вт в час. Как по мне, этого, конечно, маловато, как прям в смарте. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания у меня занял не больше 1 часа 30 минут. Результат прогонки на автономность в PCMark Modern Office выдал отличные 8 часов 56 минут. За 1 час просмотра видео на YouTube на 100% яркости с 50% громкости динамиков уходит в среднем 15% заряда. PUBG Battleground протестировать автономность мне не удалось, так как производительности не хватает для комфортной игры даже на низких настройках игры с подключенным питанием. А вот War Thunder за 30 минут уходит 36% заряда. В совсем легкой игре Super Animal Royale за 30 минут уходит 18%. Для легких игр использовать в целом можно, как мне правильно пишут, может быть, для шахмат пойдет. Да и система охлаждения отрабатывает в принципе неплохо, но, как вы уже поняли, что-то посерьезнее он не вывезет. Отмечу, что расход заряда аккумулятора отлично оптимизирован, нет каких-то скачков, перейдем же к тестам. В Geekbench 6 в OpenCL Score 8544, Vulkan Score 10441, Single Core выдался 1792, в мультикоре 3742, Crystal Disk Mark чтение 2441 мегабайт в секунду и запись 1216 мегабайт в секунду. Cinebench R23 выдал в многоядерном тесте 2577 PTS, в одноядерном 1208 PTS. PCMark Extended общая оценка 3456 баллов, в стандартных задачах 8329, что хорошо. Продуктивность 5549, работа с фото и видеоконтентом 3639 и в играх 2293. Минусы — это слабое железо, бесполезный трекпоинт, по моему мнению, слабенькие динамики, нет возможности апгрейдить ноутбук в плане оперативной памяти. Это такой приличный фейл. И да, как мне многие пишут, обзор ноутбука похож на обзор телефона, но с другой стороны, согласитесь, если он не игровой, что здесь его мучить? Постараться сделать так, чтобы в PUBG он сгорел, по мне неразумно. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Напоминаю о розыгрыше 5 Mi Band в 7 серии ежемесячно и о смартфоне Honor Magic 5 Ultimate, который тоже будет разыгран, на который уже, кстати, гуглы можно устанавливать. Резюмируя, MyBenben P415, учитывая все характеристики и особенности, хороший ноутбук для повседневного использования, так как подобного железа хватает для работы или для отдыха. Но не больше. А дополнительные фишки, к примеру, сенсорный экран, делают использование данной модели в разы комфортнее. Это прям дорогая штука, согласитесь. Ко всему система хорошо оптимизирована, и если не брать в счет автономность в играх, то для фильмов или обычного использования ее хватит с головой. За внешку однозначно отдельно несколько плюсов, так как ноутбук выглядит внушительно и собран на совесть. Подписывайтесь на канал с колоколом, огромное спасибо за просмотр, пишите, делать ли еще обзоры на ноуты, от меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.